Привет, друзья! 10-й день. Вчера был 9-й, меня здесь не было. Саша и Алексей тихонечко там что-то скреблись в этой второй комнате. Сейчас посмотрим, чего они там наскребли. Так, вот чего они там наскребли. Почти закончили. Ну, осталось то, что я начинал вот здесь в углу. Розетка практически готова. Саша еще чуть-чуть поработает с ней. Ну, а мне за сегодня надо все это дочистить. Сегодня я один буду это делать, дочищать тут все. Но вчера меня не было, и у нас случилось, ну, не знаю, ЧП, наверное. Вот так это ЧП выглядит. Вот. Видите, какое ЧП? Вот. Под листами, под укрывочными листами, которыми укрыт паркет, дощечки, да? Понимаете, что случилось? Угу. Я вам расскажу, что случилось. Резко выключили отопление. Прям вот резко, моментально выключили. Была горячая вода и стала холодная вода. Все это дело ужалось, видимо, и потекло. И потекло куда? Потекло вот оттуда, прям из розетки. Вот прям из розетки тут капало прям в ведро. Вот, прямиком в ведро. Ну, я подозреваю, что здесь трубы, здесь же мансарда все-таки, и здесь как-то есть разводка труб там вот в этой области, где-то сверху. Вот так. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно найду, да? Это, к слову, о том, был бы здесь гипсокартон, например. Любая штукатурка, хоть штукатурка известково-песчаная, хоть гипсовая, она как бы высохнет и все. А вот гипсокартон... И хорошо, что там мало было этого пролива. Это быстро закончилось. Вызвали аварийку, они позвонили, снизили давление вроде бы и все. И больше не капало. Ну, естественно, сейчас все это там, наверное, мокрое изнутри. Ну, прямо лилось, вон видно. Вот. Вот такие происшествия, такие дела. Так что в этом плане, в плане вот каких-то заливов, все-таки, как по мне, я не настаиваю, но как по мне, любая штукатурка лучше любого листового материала. Потому что листовой материал он набухнет, ну и как бы будет удерживать в себе влагу очень сильно. Ну, мне так кажется. И плюс еще ремонт, ремонтопригодность. Ремонтировать тот же гипсокартонный потолок, это то еще занятие, да, если он там потрещит. Ну, ладно. Кому как. Кому-то нравится гипсокартон. Пускай, я не против. Пойдем заниматься. Будем работать сегодня. Чуть-чуть еще. Поделаем что-то. Так, сегодня не очень-то продуктивный день получился. Что-то я сильно вот здесь залип. Не успел, не закончил эту комнату. А потом меня как самого тут, не знаю, супермастера ждет самая супер работа. После того, как вся комната будет закончена, надо будет ее этой корщеточкой. Вот это меня ждет еще. Корщеточка. Тут почистил. Ну что, пока вырыл тут все, подрезал вот эту гипсовую залипуху. Она была не такая. Оказывается, что эта часть карниза, она как бы ушла в эту сторону. И это было давно. Вот. Освободил вот это что-то. Вот это вот что-то. Оно как бы выше основного уровня. Ниже получается. Сюда вниз. Ну, идет плюсом, скажем. Миллиметра на 3-4. Вот это все. Вот так. Вот это вот. Я думаю, что это цементное что-то. Ну, такое с малым содержанием цемента. Оно здесь есть. Вот мы его увидели. Вот в той комнате там есть пятно. Тоже оно есть. Может, оно и здесь было, и вывалилось. Потому что на нем куча мела. Это не знаю когда. Может, даже где-то в самом начале существования этого дома происходило. Много мела, синька. Ой, непонятно, какой возраст у него. И оно же и здесь будет, потому что здесь есть розетка, а на этой розетке у нас вот чего, да? Вот такая залипуха. Она там ждет нас тоже. Вот этот цементик. Чего еще хотел показать? Под прошлым видео был комментарий насчет лезвий, что существуют лезвия, которые там меньше затупляются, которые дольше держат заточку. Так вот, фишка дешевых лезвий не в остроте, фишка дешевых лезвий в гибкости, они очень мягкие. То есть вот эта вот пластилиновость как раз, да, очень мягкие. Жестким лезвием вот так не почистишь. Будешь ранить, будешь зарезать. Смотрите, что происходит. Я полностью выдвинул. Вот так и вот так. Очень надеюсь, что вам видно, что камера это видит.
Видите зазор? Какой зазор между острием и плоскостью. То есть я упираюсь здесь, и там существует зазор. Он небольшой, он, наверное, треть миллиметра, полмиллиметра, но он позволяет не резать, когда счищаешь. То есть я не режу кончиком. Если укоротить лезвие, тогда существует риск зарезать где-то. Но, опять же, вот это вот гибкость. Гибкость дешевых лезвий. Это супер. Это классно. Вся фишка именно в гибкости. Во. Такой вот малоинформативный ролик, такой вот, как какие-то такие вот дни. Оно превращается прям в рутину, все одинаковое и все какое-то такое залипательное. Ну и плюс здесь добавился, надо признать, добавился здесь бетоноконтакт или бетон-контакт, как будет там правильно. А он все-таки сидит на мелу где-то, а где-то вообще не сидит. Ну, вы это видели. Ладно. Всего хорошего. Надеюсь, что дальше будет веселее. До свидания. Пока-пока.